Всем привет! Меня зовут Тика, и вы на канале Азбука мастерства. Сегодня я научу вас делать вот такую замечательную объемную брошь губы. На кусочки фетра обводим картонную заготовку, чтобы прорисовать контур наших губ. Затем картонную заготовку нужно будет разрезать на две части, чтобы получилась верхняя губа и нижняя губа. Обводим. Затем из фетра обводим точно такие же детали, вот они две, но немножко их уменьшаем. И для того, чтобы наши губы были объемные, еще две детальки верхней и нижней губы обводим, вырезаем и уменьшаем еще. Вот таким вот образом. Теперь нам нужно прошить контур более темным бисером. Я буду прошивать контур наших губ. Каким образом я это буду делать? Нитка у меня красного цвета, обычно швейная нитка. Узелочек остается на изнаночной стороне. Набираю 2 бисеринки. Делаю первый стежок, пришиваю 2 бисеринки вместе, прокалываю между двумя бисеринками точно по линии и ввожу нить в последнюю бисеринку еще раз. Затягиваю. Снова набираю 2 бисеринки, делаю стежок вперед, прокалываю между двумя бисеринками строго по контуру и ввожу нитку в последнюю бисеринку, иголку с ниткой. Вот таким вот образом стягиваем. Прошиваем полностью весь контур, верхнюю часть губы, нижнюю часть губы, вот эту часть и совсем вот эту нижнюю часть губы тоже прошиваем. Когда полностью контур прошит, можно еще раз стянуть ниткой каждую линию внешнего и внутреннего контура, вот так прошив каждую бусинку и подтянув, чтобы бусинки стали более дружный ряд, были плотнее друг к другу. Так вот каждую линию нужно будет протянуть. Когда прошили контур и стянули его, теперь пришиваем самые маленькие детальки фетра, которые мы вырезали. Сначала самые маленькие, на серединку их прикладываем и обычными сметочными стежками пришиваем. Таким вот образом. Пока ничего не стягиваем, просто их нужно прихватить, чтобы они не сдвигались, не мешали в процессе работы. Вот таким вот он. И верхнюю, и нижнюю. Укладываем теперь вторую деталь, которая большая, и прошиваем ее по краю косыми стежками через край, чтобы стянуть и придать объем губам. То есть у края мы должны прошить и стянуть, чтобы получилась выпуклость посередине. А чаще стежки накладываем, посильнее их стягиваем. Прокалываем верхнюю губу в центре, набираем, вот у меня в данном случае 8 бисеринок, и пришиваем их одним стежком. Вот таким вот образом. Следующий ряд столько же набираем и тоже пришиваем одним стежком. Петля немножечко воздушная. И так продолжаем каждый раз. К уголкам уменьшается количество бисеринок. Итак, все эти петельки прошиваем рядками
Вот, они воздушные, то есть они не прикреплены только в начале и только в конце. Естественно, идем на уменьшение. Каждый раз проверяем, сколько же количества нам нужно набрать. Вот такие объемные губки у меня получились. Контур я вышивала более темным цветом, а основные губы уже более светлым оттенком красного. Что делаем теперь? Теперь нам нужно вышить улыбку. Конечно же, начинать нужно немножко сместив середину, потому что мы здесь должны имитацию двух зубов сделать. Поэтому не ровно по центру, а немножечко сместив середину, чтобы у нас зубчики были два передних ровненькие. Вот у меня набираем 2 бисеринки. Смотрим, как они тут будут помещаться у нас, и пришиваем их. То же самое сделаем с другой стороны от центра. Вот так. Вот насколько помещаются. Настолько мы пришиваем и заполняем область зубов, улыбки. Вот таким вот образом. Не должны быть идеально ровно стоять, поэтому если вдруг что-то у нас получилось немножко криво, нужно будет выправить. Обязательно, чтобы зубы стояли ровно. Иначе это будет смотреться неаккуратно, неправильно. Поэтому не хаотично, а очень ровным рядком. Далее для работы нам понадобится сама заготовка вышитая, кусочек кожи, кусочек картона, застежка, нитки, ножницы и клей. Итак, что делаем? Вырезаем нашу фигуру, оставляя примерно 1 мм. Будьте очень аккуратны. Изначально я вообще вырезала сначала из фетры, только потом вышивала. Но вот сегодня решила попробовать и так. Но начинающим мастерам очень сложно потом вот вырезать. Ниточки бывают так, что отрезаются. Ну вот попробуем мы сейчас сделать и посмотреть, все ли на месте. Да, все хорошо держится. Итак, что мы теперь делаем? Прикладываем нашу вышитую брошь, но еще не совсем законченную, кусочку кожи, обводим по контуру вот таким вот образом, вырезаем точно по линии. Кожа мягкая, вырезается очень легко. Готово. Теперь картонная заготовочка, уменьшаем ее на 3-4 мм с каждой стороны. Отрезаем лишнее. То есть по краю у нас не должно быть картона. Сейчас нужно будет приклеить картонную заготовку на фетр, а застежку, сделать отверстие для застежки, прикрепить к кусочку кожи. Как мы это сделаем? Возьмем нашу застежку, положим на кусочек кожи, сделаем отметку вот таким вот образом. Сложим кусочек кожи пополам и сделаем надрез ножницами с одной и с другой стороны. Застежку открыли, с лицевой стороны вставляем застежку. И теперь с изнанки на лицевую сторону вставляем. Вот таким вот образом. Закрываем. И здесь тоже нужно будет подклеить. Капаем клей в центр нашей заготовки. Приклеиваем кусочек картона. Капаем кусочек, буквально немножко клея на кожаную заготовку. Смотрим на лицевой стороне ровно. И пока клей еще не просох, можно будет прихватить слегка кожу к фетру, чтобы руками не удерживать. Теперь обработка края. Для этого я приготовила золотую нитку. Нитка одинарная. Узелочек завязан на длинном конце. А также приготовила бисер такого же цвета.
Можно черный использовать, он очень хорошо подчеркивает контур губ, будет замечательно. Обработка края. Прокалываем фетр, узелочек прячем между фетром и кожей. Кончик прячем. Делаем простой стежок. Снизу вверх захватываем и кожу, и фетр без бисеринки. Это первый стежок. Теперь набираем одну бисеринку на иглу, делаем прокол в том же самом месте, прокалываем и кожу, и фетр, затягиваем. И теперь нам нужно еще раз проколоть бисеринку снизу, так, чтобы бисеринка легла отверстием вверх. Ложится бисеринка на ребро нашей броши. Снова набираем бисер. Прокалываем и кожу, и фетр на расстоянии одной бисеринки, ширины одной бисеринки. И еще раз вводим иголку снизу в эту же бисеринку. Набираем бисерин, прокалываем и кожу, и фетр. И еще раз прокалываем бисерин. Еще раз показываю. Набираем бисер, прокалываю и кожу, и фетр, затягиваю и еще раз ввожу иголку в эту же бисеринку снизу. Вот таким вот образом. Таким образом прошиваем весь контур наших губ. Итак, вот у меня закончилась нитка. Когда ниточка заканчивается, я сделала закрепочку вот тут рядышком с бисеринкой. 2-3 стежка и в петлю закрепила ниточку, ниточку отрезала и кончик спрятала между кожей и фетром. Теперь ставила новую нитку в иглу, и теперь я прячу узелочек одновременно. Мне нужно вставить вот узелочек, я прячу между кожей и фетром, а ниточку мне нужно вывести через последнюю бисеринку. То есть вот сейчас у меня нитка выходит из последней бисеринки, которую я пришила. Теперь я набираю новую бисеринку, прокалываю рядом и кожу, и фетр, 2 слоя. Теперь затянула и вставляю в эту же бисеринку снизу. Иголочку провела и шью дальше, пока не закончится строчка. Заканчиваем строчку. Последняя бисеринка набираем, прокалываем 2 слоя и еще раз вставляем иголку в последнюю бисеринку. Вот теперь, когда ниточка выходит из последней бисеринки, сейчас я делаю следующее. Прокалываю первую самую бисеринку, ввожу иголку в центр. Таким образом вот так замыкается цепочка из стежков, и не видно, где был первый стежок, а где был последний стежок. Теперь нужно сделать закрепочку, то есть закрепить нитку. Вывожу ниточку на изнаночку, чтобы лучше было видно, и делаю стежок через край, не затягивая его. Не затянулся, не затягиваю, оставляю петельку, вставляю иголку в петельку и теперь затягиваю. Таких стежков нужно сделать 3. Для крепости делаем еще разок, прокалываем, не затягиваем до конца петлю, вставляем иголку в петлю, теперь затягиваем. Это был последний стежок. Нитку можно будет обрезать, но я обычно нитку запутываю в вышивке, так, чтобы конец ниточки спрятался. Вот так вот путаю и отрезаю. Вот что у нас получилось на изнанке и вот на лицевой стороне. Вот такие брошечки. Они шьются очень быстро, поэтому лучше начинать вот именно с таких подобных работ.
А в процессе я хочу потом еще показать вам мастер-класс, как делать к ней помаду. Они очень хорошо вместе смотрятся, их пристегнуть замечательно. Сегодня с вами мы изготовили вот такую вот брошку губы. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите в комментарии, непременно вам отвечу. Подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. В ближайшее время я планирую выставить мастер-класс с брошкой помада. Заходите на мою страничку в Instagram, подписывайтесь. До новой встречи. Пока-пока.